В этом видео делаем антицеллюлитный массаж по специальному моделирующему крему от компании Aravia, который называется Slim Shape. Крем содержит экстракт зеленого чая, ягоды годжи, который позволяет усилить микроциркуляцию. Плюс ко всему крем не имеет такое сильное скольжение, как масло, и позволяет хорошо удерживать кожную складку. Руки при работе с ним устают меньше, но эффект от массажа гораздо лучше и сильнее. Я его получил достаточно давно от них, уже полбанки примерно использовал. И вот, наконец, руки дошли до того, чтобы снять вот этот видеоролик и показать вам работу с задней поверхностью бедра антицеллюлитного массажа по специальному крему Slim Shape от компании Aravia. Поехали! Крем наносим на руки и распределяем по рабочей поверхности. Выполняем поглаживание общее на всю поверхность, по всей поверхности бедра. И затем переходим на выжимание. Выжимание тоже делаем общее по всей поверхности. И внутреннюю поверхность захватываем, и также внешнюю поверхность, ягодицу захватываем. Выжимаем к паховым лимфоузлам. Вверх мы идем глубокими движениями, вниз поглаживающими. По внутренней поверхности выжимаем попеременно двумя руками в направлении паховых лимфоузлов. И выжимаем мы по задней и по внутренней поверхности. Делаем лимфодренажные движения. Крем сначала так достаточно скользкий, позволяет эти движения скользящие выполнить очень комфортно. Но затем я уже чувствую, что он хорошо впитывается. После этого делаем растирающие движения, разогреваем кожу для того, чтобы воздействовать следующими приемами разминания на нее более сильно и интенсивно. Растираем заднюю поверхность и внутреннюю поверхность. Здесь можно использовать плоскостные движения, то есть в оба направления. Также можно использовать гребнеобразные растирания, но это для особо терпеливых людей. То есть средними фалангами пальцев и основанием ладони, вот этой частью, создаем площадочку и достаточно интенсивно растираем. Но не всем людям идет это движение. Особенно аккуратно работаем с внутренней поверхностью бедра, потому что зона здесь чувствительная. Можно двумя руками выполнять этот прием. Вот. И после того, как мы растерли, снова выжимаем, создаем лимфодренаж и переходим к приемам разминания. Разминание здесь используем S-образные. Захватываем кожную складку и ведем линию внутренней поверхности бедра, задней поверхности бедра. На задней поверхности бедра у нас одна из самых проблемных зон, потому что человек сидит на этой зоне и сдавливает, дает компрессию на сосуды. Здесь у нас происходит нарушение микроциркуляции, как следствие целлюлит чаще всего. И чаще всего здесь-то и проявляется больше неэстетические изменения. И вот таким вот образом мы продольно проходим снизу вверх, сверху вниз относительно тела человека. Затем выполняем серию выжимающих движений и выполняем поперечные. То есть то же самое движение, тот же самый захват, но мы выполняем от себя и к себе и поперек относительно тела человека. То есть идем как бы змейкообразной такой последовательностью. Не заходим на подколенную ямку. Область лимфоузлов не массируем. Выжимаем. Следующий прием у нас разминание подушечками большого пальца. Как бы вкручивая туда под большие пальцы, мы эту зону прорабатываем. Сначала заднюю поверхность и затем заходим на внутреннюю поверхность. Но на внутренней поверхности работаем чуть более деликатно. Верхняя граница под ягодичная складка. Вот эта часть. Опять выжимаем. Следующий прием – перекрещивание. Сводим складочку, цепляем и растягиваем.
И такие приемы мы выполняем на задней поверхности бедра и на внутренней поверхности бедра. Все движения повторяем примерно 3-5 раз. Выжимаем. Здесь к выжиманию можно добавить выжимание гребнем. Глубокие интенсивные движения кулачком. Если работаем одной рукой, вторая рука в контакте с телом. Не снимаем ее с тела. И затем разминания гребнеобразные, такие крабики, также средними фалангами пальцев. Прорабатываем внутреннюю поверхность бедра, но опять же деликатно и аккуратно. И заднюю поверхность бедра до подъягодичной складки. Выжимаем. И теперь эту связку приемов повторяем, но уже в более быстром варианте. То есть S-образные продольные. Выжимаем. S-образные поперечные. Антицеллюлитный массаж достаточно интенсивный. Подушки большого пальца. Перекрещивание. И гребень. Дальше мы приемы можем чередовать в любой последовательности. Допустим, я могу после гребня сразу подушки большого пальца сделать. То есть здесь уже в любой последовательности можно выполнять. Сделать S-образное после. Не принципиально, какое разминание идет за каким. И перекрещивание, например, сразу. Основная задача — тщательно проработать кожу, подкожно-жировую, усилить микроциркуляцию, создать лимфодренажный эффект. И снова выжимаем. Еще 2-3 связки приемов этих. И затем мы переходим на внешнюю поверхность бедра. И по внешней поверхности бедра также распределяем масло поглаживаниями. Выжимающие движения выполняем к паховым лимфоузлам. Выжимание можно выполнять также гребнями, средними фалангами пальцев. Работаем больше с верхними двумя частями бедра, сильно близко к колену не спускаемся, потому что основная проблема у нас ягодица, проекция подъягодичной складки, область галифе так называемая. Поэтому сюда мы выполняем основной акцент, основную работу здесь проводим. Выжимание у нас является лимфодренажными движениями и разогревающими, подготавливающими кожу движениями. Накатывание. Захватываем снизу кожную складку, сверху и накатываем. Накатывание также можно выполнять гребнем, с кулачком накатываем.
После выжимания, такое обхватывающее выжимание, растиранием. Растирание у нас плоскостное. Либо также можем добавить растирание гребнем продольное. То есть одной рукой, средней фалангой. И интенсивно растираем бедро и ягодицу. Внешнюю, частично заднюю поверхность бедра и ягодицу. После того, как мы разогрели кожу, переходим к разминанию. И здесь у нас разминания также продольные. То есть внешняя поверхность, захватываем складку, перемещаемся. Задняя боковая поверхность. Задняя поверхность бедра и ягодицы. И также возвращаемся по этим же линиям к внешней поверхности бедра. Выполнили прием, сделали выжимание. Также к паховым лимфоузлам. Также теперь поперечно. Как и на внутренней поверхности мы делали, также поперечно идем. И спускаемся вниз по этой же траектории. Выжали. Теперь мы захватываем складку поперечную. Подушками пальцев делаем, подкручиваем и идем в направлении паховых лимфоузлов. И формируем складку. До этого мы делали продольную складку, теперь делаем поперечную складку, для того, чтобы лучше повлиять на подкожно-жировую клетчатку. Выжимаем. И дальше переходим на перекрещивание. Сводим и растягиваем. Следующий прием – гребнеобразное разминание. Перебираем фалангами средних пальцев. Средними фалангами пальцев. Выжимаем. И теперь всю связку движений повторяем снова, начиная с S-образного. Ну и как вы уже догадались, что приемы можно чередовать в любой последовательности. Сверху вниз или снизу вверх. И так будет допустимо.
Чередовать приемы можно хоть как. Связку повторяем на 3-5 раз. Вот я 2 раза сделал. Еще 2-3 раза можно выполнить. И в конце мы выполняем вибрации. Здесь у нас будет пощипывающее движение, либо ударные движения. Также можно по ягодице такие возвышающие сделать приемы, как бы поднимая ягодицу наверх, да, противодействие гравитационному птозу. И в конце поглаживаем. Закрываем эту часть и переходим ко второй стороне. Если это видео было вам полезным, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите комментарии и увидимся в новых видеороликах. Пока-пока.